Hello, beautifuls! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить игру Urban Myth Dissolution Center. Снова у нас это место, где мы, наверное, должны что? Собрать информацию, найти способ снять проклятие и выяснить, почему призрак изменил поведение. Я не знаю, давайте поговорим с самого начала. Спасибо за вчерашнее. Как ты? Все по-прежнему нормально? Вик, спасибо за помощь. Если бы не ваше появление вчера, не знаю даже, что бы со мной было. Да ладно тебе, ведь я вас всех тянул в эту заварушку. Пусти ради видео. Мне кажется, оно опять очень громко. Ладно. Я не сделал ничего такого. Но есть вопрос поважнее. Ты в порядке? Не поранилась? Ну, у меня на лодыжке появилась царапина. О нет. Это кровавая Мэри тебя так? Вы тоже так думаете, да? Значит, мы тогда призвали не кого-то там, а саму кровавую Мэри. Ты не против, если я сниму царапину на видео? Вы поможете разобраться в происходящем? Тогда да. Насчет вчерашнего призрака. Мне самому интересно. Ты же ломаешь голову, почему она появилась в парке, а не у двери квартиры, да? Точно. Да. Кровавая Мэри могла передумать. Как это? Считается, что подобные призраки стараются привлечь внимание живых к своему существованию. Кровавая Мэри начала отдаляться от квартиры. Что бы это могло значить? Кинокасан, что мне делать? Пока трудно сказать, нужно пораскинуть мозгами. Это такое, звучит стрёмно. Подождите, что происходит? Ну, я немножко поправила звук, а то меня бесило, что он очень громкий, но неважно. Взглянуть. Взгляни. Компьютер для стримов, редактирование видео, рабочий инструмент Кинока. Поразительно, как он набирает популярность с помощью всего лишь одного компьютера. Изучить. Ой, компьютер работает. Рендерит видео? Место действия лес, да? Судя по всему, монтировать видео ни разу не просто. Во время рендера можно на высокой скорости посмотреть видео. Он будто бы вышел из леса, а это, наверное, парк перед ЖК. В конце на видео я. Похоже, что рендеринг закончился. Так, это прекрасно, идем дальше. Как самочувствие? Пока что все нормально. Думаешь? Что скажешь? Как я и говорила, меня волнует, что на тебя вчера в парке напали. До этого момента призрак все время крутился возле входа у ЖК. Мивака Яцуя, призрак, который появлявшийся у входа в дом, неожиданно возник в парке. Получается, что да. Может, она не просто так в парк пришла? Это нужно расследовать, равно как и царапина. Понятно. Как будем расследовать? Если мы хотим найти улики, ведущие к Мивака и Яцуя, стоит начать их поиски с парка, в котором на тебя напали. Затем нужно еще раз осмотреть эту квартиру и разузнать побольше о бывших жильцах. Думаю, что так ты сможешь понять причину возникновения призрака. Понятно. Понятно, ясно. Жасмин. Кровавая Мэри могла передумать? Как думает Кинока? Ты думала, в каком смысле? Что она сперва появляется в квартире, а потом решила переместиться в парк? Похоже, призраки хотят, чтобы их замечали. И поэтому она решила провести фурор в парке, быть того не может. Я совсем не могу предсказать поведение кровавой Мэри. Чего она добивается? Так потому что, наверное, это не призрак даже, потому что поведение очень разнится. Выходит, что призраки хотят, чтобы их замечали. Они ищут тех, у кого можно вселиться? Правда? Я вообще не в курсе. Если так, то призрак передумал, потому что выбрал другую цель. Точно. То есть кровавая Мэри собирается охотиться с другим человеком? Дальше. Здравствуйте. Надо же, а как тебе квартирка-то приглянулась? Еще пара вопросов. Есть ли чего-то, чего вы нам еще не рассказали о вынужденном двойном самоубийстве в 104-й? Извините, но мы спешим, поэтому нам поможет любая информация. Самое основное я уже рассказала. Я упоминала о том, что было после происшествия? Нет, не упоминали.
После убийства чего только еще не было, понимаешь? Тела. Хи-хи. Труп женщины забрала ее семья. А вот у мужчин родственничков-то не было. Хозяин квартиры бегал, как заведенный, пытаясь решить вопрос, кто сможет забрать тело. Похоже, что его в итоге анонимно кремировали. Это я от охранника парка узнала. Говорят, что убитого часто видели в парке с любовницей. А, с блондиночкой Мари. Я запомнила имя, ведь женщина выкрикивала его во время ссоры за день до убийства. «Что еще за Мари?» – кричала она. Женщина из 104-й никогда не простит эту Мари. Да, пожалуй. А изменщика и подавно. Вот поэтому она до сих пор появляется в 104-й. Мивака Яцуя, призрак 104-й квартиры. Почему она появилась именно сейчас? Говоришь, ее звали Мивака Яцуя? А это точно то имя? А? Я склоняюсь к тому, что да. Ну, вообще, без особой разницы. Спрашиваешь, зачем появляется призрак? Так она же одержима. Все никак не может простить того мужчину. Не может простить. Но сейчас 104-й живет совершенно непричастный к ней человек. Кто знает, может, этого Кинека самого скоро на тот свет отправят. Женщина из 104-й наверняка думает, что ее мужчина-изменник все еще живет в этой квартире. Вот как. Поэтому она постоянно появляется. Так, что мы можем узнать? Можно подумать об изменившемся поведении призрака. Призрак, которого призвал в квартире Кинека, появился в парке. Царапал мне ногу. Кинека говорит, что призрак просто передумал, а голова совсем отказывается работать. Господин Кинека сам упоминал, что призраки хотят, чтобы люди заметили их существование. Верно, значит, кровавая Мэри поступает так из желания показать, что она существует? Но кто из окружающих мог бы ее заметить? Неужели... Почему поведение изменилось? Она охотится конкретно на нее? Я стала целью призрака. Кинека. Ну, типа, я хз. Я стала целью призрака Кинека. Что-то не сходится. Призрак-то не Кинека, ну да, логично. Кровавая Мэри хочет, чтобы кто-то заметил ее существование. Да-да-да, потом царапина. Из всех присутствующих с наибольшей долей вероятности может заметить... Я... Я, обладающий мыслевидением, я хз, стала целью призрака. Так вот оно что. Она и меня поцарапала. Как же мне быть? Кинека-сан сможет как-то мне помочь? Что еще? Есть способ снять проклятие. А как я должна? Назад. Хотела вот что узнать. Значит, кровавая Мэри пыталась завладеть моим телом? Именно, я долго об этом думала, и жертвой можешь стать только ты. Что я могу сделать? Кинека-сан, вы знаете другие ритуалы, кроме ритуала призыва? Например, те, с помощью которых можно было бы одолеть или изгнать призрака? Такой ритуал действительно существует. Правда? Вам что-нибудь еще понадобится для ритуала? Хочу вам помочь, насколько смогу. Хорошо, проведем ритуал здесь сегодня вечером. Сможешь найти спиритический медиатор? Что это такое? Это предмет, имеющий глубокую связь с призраком. Он используется во время экзорцизма. Вместе с ним я смогу изгнать кровавую Мэри во время ритуала. Хорошо, я его найду. Сведения о призраке, улика. Можно сразу задать вам вопрос об этой квартире? Квартире? Что тебя интересует? Призрак же впервые появился именно в квартире, верно? Я подумала, что призрак мог здесь что-то оставить. Или здесь есть что-то, что ему очень важно. Это возможно? Если бы тут что-то подобное было, то я бы уже наснимал про это видео. Да, согласна. Кстати, перед тем, как въехать в эту квартиру, вы ее осматривали? А? Ой, в чем дело?
Конечно же, осматривал. Тогда в глубине одного из шкафов я нашел картонную коробку. Я ведь сразу знал, что это квартира с историей, а тут еще и коробка. Ясное дело, мне сразу захотелось узнать, что там. Пучок волос или пропитанная кровью кукла. Они там были? И я так и не смог посмотреть. Что? Даже глазком не удалось? Она была плотно обмотана клейкой лентой, поэтому ее было невозможно открыть. А риэлтор быстренько ее забрал. Но в ней точно было что-то жуткое. Я так хочу заглянуть в нее. Может, ты ее найдешь? Что? Как вы себе это представляете? В нормальной ситуации от нее бы уже наверняка избавились. Но если есть тот, кто знает что-то о коробке, то это местная сплетница. Я не подозревала, насколько трудно редактировать видео. Сперва соедини разные отрезки, затем проверь, выложи. Да, верно, жизнь стримера не так проста, как кажется. Недавно на экране всплыло сообщение, что рендер не завершен. А? Ты видела? Неужели ты... Ну, видео, кто-то шел среди деревьев, в конце я еще попала в кадр. Вырежьте, пожалуйста, эту часть из видео. Правда, ты попала в кадр, так дело не пойдет. Я это исправлю. Подожди, почему он так запаниковал? Почему у него не возникло вопросов, что он... Ладно. Ладно, пофиг, окей. Слушай, а вот это вот тут нет ничего нового? И снова она. Эта тень просто неподвижно стоит. Это ненормально. Призрачные существа хотят, чтобы их существование заметили, и даже если это правда. Существует не так много людей, способных заметить призрака. Тут ничего нет. И тут... это он. Окей. Перед компьютером сидит тень. Это Кинокасан? Я вижу след того, как он монтировал видео. Мне кажется, что Кинокас снимал, когда меня схватили за ногу в парке. Видно ли что-нибудь на том видео? Так мы уже вроде посмотрели его. Ой, да, с ними я случайно одела, господи. У тебя еще остались вопросы, да? И извините, я хотела бы задать пару вопросов касательно вещей, которые были оставлены в квартире Кинока. Каких вещей? В квартире вроде бы оставались некоторые личные вещи. 104-й? Коробка была обмотана в несколько слоев клейкой ленты. Так хозяин передал ее в полицию. Да, вот как. Как правило, вещами с места происшествия невозможно разжиться, как правило. Верно, как правило, ими не разжи... Что, иногда можно? Хочешь взглянуть? На что? Конечно, когда из полиции прислали личные вещи, их приняла я. Подумала, что нынешний жилец их просто-напросто выбросит. Прикинулась родственницей и без всяких проблем получила вещи. И оказалась гораздо проще, чем я думала. Женщина без стыда и совести. Но тебе я могу их дать, сомневаюсь. Правда, что они тебе сильно помогут. Подожди немного. Вдруг там что-то страшное. Но эти вещи нужны для моего выживания. Вот все в этой коробке. Как думаешь, что там? Я сразу взгляну. Это же кухонный нож. Кухонный нож. Ну, конечно, тот самый нож. Что значит тот самый? В смысле, это что, тот самый, которым Мивака Яцуя зарезала мужчину? Зачем вы держали его у себя? Нужно уточнить у Кинока, та ли эта коробка, что осталась в квартире. Вероятно, кровавая Мэри злится. Кинока-сан, я нашла личные вещи. Это же та самая коробка, с нее сняли клейкую ленту, но это точно она. Но насчет ее содержимого... Волосы, ногти, записка полное словочание. В ней лежал кухонный нож, который полиция изымала в качестве улики. Что, тот самый, которым бывшая хозяйка квартиры убила сперва мужчину, потом себя? Нож, пропитанный ненавистью бывшей хозяйки квартиры? Как же невыносимо круто. Можно сделать пару фоток? Если они пригодятся для экзорцизма, то конечно, но... Фото? Это ведь свидетельство вынужденного двойного самоубийства. Кстати, этот нож ведь, по сути, впитал кровь мужчины и женщины. А это такого шума наделает. Это же самый настоящий проклятый предмет. Сделала вид, что вы это не говорили. Но с его помощью можно провести экзорцизм, так ведь? Конечно. Я пока заберу этот нож. Слушай, а он меня чуть-чуть подвымораживает. Ну, такую малость, самую капельку. Окей. Хорошо, нужно собрать улики в парке. Господи. Ух,
Что-то могло остаться на том месте, где меня схватили. Ладно, Жасмин. Жасмин? Неужели... Вот же настырный дедок. Проверяет даже за домом. Сказал, что детишки часто ходят в парк в этой дорогой, поэтому нельзя перекрывать им обзор. Поищу парковку где-нибудь. Удачи с парком. Если что, я на связи, сразу примчусь. А как же лень. Хорошо. Окей, мы опять в парк. Мы опять в парк. Господи, сколько раз я буду бегать туда-сюда, обратно еще. Мне сказали, что игра не очень долгая. Что происходит? Сейчас все спокойно, но вчера тут действительно появился призрак. Он мне еще и поцарапал. Хоть мне и страшно за будущее, сейчас остается только делать все, что в моих силах. Ну почему все так? И за что все это? Мы сейчас же переставим машину. Простите за неудобство. Спасибо, сам знаю, что это хлопотно, но все же. Знаете, здесь вчера ночью женщина-призрак схватила меня за ногу. Вы ничего не видели? Женщина-призрак? Думаю, вам просто показалось. В этом парке по ночам нет ни души. Девушкам не стоит здесь бродить в одиночестве. Что? Как бы так сказать. На той стороне парка стоит больница. Некоторые пациенты сбегают оттуда по ночам. Они приходят сюда покурить, выпить. Я это к чему? Не призрака ты видела, поняла? Поняла? Чего он так раскричался? Уж не знаю. Че он на меня так смотрит? Отвали. Дед, ты чуть-чуть меня пугаешь. Лавочка, какое бы было вчера, такое осталось, Агась. Ну, может, за ней снова что-то есть? Нет, ничего. А вы тоже вышли погулять? Как здорово. Не думала, что мы снова так скоро встретимся. Здравствуйте, Хината-сан. Дело в том, что я видела здесь вчера призрака. Точнее, он схватил меня за ногу. Что? Та самая женщина-призрак, которую я видела? Я самого призрака не видела, поэтому не могу сказать точно. Хината-сан, вы когда-нибудь видели в этом парке призраков? Видела как-то одного перед ЖК, но вот в парке. Неудивительно. Хината-сан, вы тоже будьте осторожнее с призраком Мивака Яцуи. Да, вы тоже постарайтесь лишний раз не подходить к тому ЖК. Вы правы. Точно. И к тому стримеру из 104-й лучше бы переехать в другую квартиру. Да. Вы слышали о Кино Касане? Ну, немного. Случайно наткнулась на его стрим и очень испугалась. Там же в зеркале что-то было. Поверить не могу, что он сам вызвал призрака. Вы же с ним знакомы. Передайте ему, что он должен переехать. Если снова увидим призрака, обязательно ему передам. Хината-сан, вы слышали когда-нибудь о призраке Кровавой Мэри? Кровавый? Нет, впервые слышу. Она появляется, если встать перед зеркалом и позвать ее трижды по имени. Перед зеркалом по имени. Именно тогда появится призрак окровавленной женщины. Мари. Вам знакомо это имя? Я ведь рассказывала. Так звали девушку, чье имя выкрикивал убитый мужчина. Мари, точно, вы же говорили. Еще он был ужасным лгуном. Только представьте, он буквально умер с именем своей любовницы на устах. Ну да. Где-то здесь меня вчера схватили за ногу. При желании в этих кустах можно спрятаться. Но у нас тут призрак орудует. Тут не осталось никаких зацепок. Конечно же, нет. Сломанные ветки. Здесь кто-то был. Если присмотреться, то они сломаны по диагонали направо. Здесь кто-то проходил. Сколько здесь деревьев и травы. Мало кто захочет пойти дальше. Давай свое суперзрение. Что это за тень? Похоже, что она бежит через кусты. Я вижу только ноги призрака. Куда же он так бежит? Призрак с ногами бежит куда-то. Странно это все. У этого куста была ветка заломленная направо. Неужели это... Ну это ты. Тень упала и корчится на земле. Это я из вчерашнего дня. Из-под куста тянется рука. Когти наготове движутся ко мне. Эта рука тянется, чтобы меня поцарапать? Почему? Почему целью стала именно я? Я всего лишь обладаю мыслевидением. Скорее бы от него избавиться. Если рука тянулась из куста, значит в нем находился призрак. Может, там остались какие-то следы, нужно проверить. Так, мы же уже проверили. Мы уже все проверили. Не ври, мы проверили уже. Давай еще раз проверим.
Подожди, давай проверим ГОСТ еще разочек. Нет, не проверим, тут мы уже все увидели. И вот это еще раз. Посмотреть следы. За лесом что-то есть? Ой. Что там? Что там? Это не бросается в глаза, но только с этой стороны ветки нет листьев. Призрак проходил здесь? Да как же так? Они там все не бесплотные, что ли? Призраки, в смысле. Я так смотрю, все призраки, что мы встречаем, тут какие-то прям имеющие тело, да? Потому что обычно они делаются более, ну, вы понимаете, такими проходящими через преграды, не имеющими контакт с окружающим. Изучите поведение призрака, узнайте, не видели ли местные призраки. Ну, я уже изучила так-то. Извините, в этом парке не замечали призраков? Не знаю, что там тебе привиделось, но я их никогда не встречал. Разные есть люди, да, и слухи разные ходят, но никаких призраков не существует. Вот как, простите за беспокойство. По-моему, он что-то хитрит. В сердце парка находится лес, а за ним что? Раньше был сквозной проход на ту сторону. Ну, там находится больница, из которой по ночам сбегают пациенты. Занимаются тут всем, чем хотят, курят, пьют. Среди них и такие есть пациенты с депрессией, развившейся на фоне их болезни. В итоге, чтобы избежать проблем, было принято решение закрыть вход в парк с той стороны. Да? Ты кто сейчас там? Да, там сейчас тупик, сквозного прохода нет. Там еще какой-то этот был, нет? Ладно. Я хотела собрать как можно больше зацепок для ритуала Кинока, но ничего путного мне так и не удалось найти, как же быть. Если ничего не сделать, то я... Господин директор звонит. Здравствуйте, Адзами. Здравствуйте, я как раз хотела с вами поговорить. Вы представляете, меня за ногу схватил призрак и... Вы думаете, что целью Кровавой Мэри является не Кинок, это не Харавы? Я угадал? Именно так. Я снова повторюсь. Все благодаря силе сновидения. Что же мне делать? С нетерпением жду ритуала экзорцизма. Слухи о проклятии Кровавой Мэри подтвердились. Даже интересно, сработает ли экзорцизм, выполненный на любительском уровне. И сможете ли вы от сами добраться до истины, стоящей за этой аномалией? Вы позвонили только ради этого? Я ведь и умереть могу. Все будет хорошо, вы не умрете. Еще рано, я не дам вам умереть. Как это понимать? Расследование не ждет. Слушай, чел, гомонись. Кинока-сан, нужно провести ритуал, иначе я... А его тут нет, да? Или что-то еще? Кровавая Мэри меня убьет, если мы его не проведем. Я не хочу умирать, пожалуйста. Здесь никого? Кинока-сан? Опа, 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 скрин. Ну-ка, притормози. Это была Жасмин. Да, вот и масочка спала. Ну, типа, ага. Ты гонишь просто. Как? Кинока-сан? Ой-ой. Кинока-сан, вы что делаете? А что это? Что это было сейчас? Короче, очень сложно. Очень сложно. Шучу. Не-не-не, плохо дело. Попадемся же. Нужно остановить трансляцию. Стоп, пауза. Эй, Поганкин, какого черта? Это что, твоих ручонок дело? Типа, это было плюс-минус логично, что он замешан. Значит, это ты организовал западню для Зами в парке, да? Ну все, ты допрыгался. Ну-ка сюда иди. Нет, Жасмин, пожалуйста, без насилия. А чё? И трансляция еще может идти. Ну, это уже капитальный перегиб, я считаю. Мы к Поганкину в ассистенты не нанимались. Нет, так не пойдет. В следующий раз надо не ритуал снимать, а зеркало, чтобы призрак появился. Кинока-сан. Пожалуйста, уходите. Уходите, оставьте меня. Ладно. На следующий день. Да что происходит у вас тут? Алло. Спасибо за вчерашнее. Надо было прописать грибной башке еще разок в челюсть. Грибной башке. Но она хороша, мне нравится Жасмин, правда. Я восхищаюсь твоей выдержкой. Он ведь говорил, что собирался что-то с зеркалом делать.
Никак... Не, как вспомню, аж трясти начинает. Но если вспомнить, что все это вчера случилось во время трансляции в соцсетях, сейчас, наверное, жарковато. Этот грибопаршивец. Грибопаршивец? Она такая смешная, почему? Мне нравится она. Грибопаршивец. Реакция зрителей точно будет. Хорошая или плохая, тоже другой вопрос. Да, люди разошлись не на шутку. Но это значит, что мы сможем найти новые зацепки. Тебе все еще мало информации. Наша работа была выяснить, что это за призрак. Вердикт один, призрака нет. Все это проделки Кинока. Все, что остается, это стрясти с Кинока деньжат за расследование. Насчет этого мне кажется, что здесь еще остались открытые вопросы. Я, правда, не могу точно сказать, что это за вопросы. Ух ты, вот это настрой. Ну, я просто водительницей подрабатываю, так что решение за тобой сами. Ну, раз так, я попробую разобраться в реакции зрителей на видео Кинока. И еще поищу информацию о слухах про призраков. Серьезно? Хорошо. Окей, давай. Ладно. Вот, теперь всем ясно, что Кинока обманщик. Вот вам и пруф. Так ему и надо. Все очень плохо. Это просто смешно. Однако проделки Кинока привлекли немного внимания. Возможно, стоит внимательно рассмотреть через очки. Поняла, проверим. Вот, чтобы я это проверила как-то. Может быть, хоть эти подергаются, но нет, попробуем еще. Ну да, ясно. Я в шоке, больше никогда не стану смотреть призрачные стримы Кинока Танихары. Это оказалось таким большим шоком? Не, все хорош с этим, ты слишком впечатлительная. Пруф обмана Кинока просто топ. Если он разлетится, то ему никогда не отмыть сохранение пруфов. Слухи уже разлетелись. Такие вещи расходятся очень быстро. Отчасти потому, что все сходу увлекаются такой информацией. Всем же не терпится наклепать мемов по поводу и без. Да, популярность просто зашкаливает во всех запросах, это ключевое слово. Судя по количеству запросов по этим ключевым словам, Зами, ты явно не одна подобным занимаешься. Сохранение пруфов. А где видос Кинока Танихары с извинениями? Публичные извинения, но это уже перебор. Довольно типичная реакция на подобное. Значит, и квартира нормальная. История о вынужденном двойном самоубийстве Мивакоицу тоже выдумка? Складывается впечатление, что я допустила ошибку в расследовании. Успокойся, маленько. Нет, это как раз правда. Да, весь инцидент был даже освещен в газетах. Да, верно. Стоп, где две ассистентки с прошлого стрима актрисы, я-то думал... Скукота какая. А, стоп. Скукотища, блин, никто не разрешал ему нас снимать. Вы совсем эйблизм. Кроме девушек на видео, вас ничего не интересует? А ведь даже и не думали об этом. Ну, не могу сказать, что он совсем не прав. Ну вы чего, просто ноунейм стримерши решили привлечь новых подписчиков симпатичной мордашкой. Перед симпатяшками открываются любые двери. Боже мой. Окей. А что, о чем речь вообще? Нас ведь вообще снимали без спроса. Но лучше не воспринимать это всерьез. Занимается фейками, да еще и ассистент привлекает. Он вообще ни во что не ставит своих зрителей. Отвратительный тип. Отвратительный тип? Точку. Именно из-за таких людей качество паранормального контента в сети так просело. Еще и называют это безобразие развлечением. Это из-за нас? Мы тут не актрисы вообще-то. Чего они от нас хотят? У меня очень много вопросов к тем, кто считает их милашками. Хорошо им, наверное, живет с такими низкими стандартами. Ох уж этот интернет, все как в жизни. А ну-ка, попробуй сказать мне это в лицо, скотина. В реале встретиться слабо тебе? Любители, это насколько кринжово, что даже смотреть больно. Стыд какой, мне как-то совестно теперь. Любители? Это кого любителями назвал? Ты тут единственный любитель нести фигню. Да кому они нужны, тупые бабы? Тупые бабы. Господи, какие же вы... Извиняюсь, это что за кринж? Да на нас тут прям все ополчились. Я, наверное, неправильно все поняла. Так, Зами, ты вот эту сейчас не слушай. Не, они тебя не знают, не ты их. Весь этот поток бессмысленной гадости нельзя принимать близко к сердцу. Правильно. Это закат Кинока. Те две девушки едва присоединились. Я только начала, это мое первое расследование. Да, так держать. И хорошо, что для них все кончилось, не успев начаться. Лучше так, чем людей обманывать. Ничего еще не кончилось, мы тут только разогреваемся. Вот так вот.
Так, что у нас? Выберите 2... Сохранение пруфов. Ну, сохранение пруфов, все. Так. Шалтай-болтай. Почему у них такие ники смешные, во-первых? Навеки сохраним подтверждение Апана Кинека Танихары сохранения пруфов. Какой прок от того, чтобы оставлять это будущим поколениям? Для некоторых это прям смысл жизни. А в случае с Кинека за что боролся, так сказать? Какая жесть. Для него это прям праздник. То есть популярность Кинека строится вот на этом. Значит, это все было постановой от Кинека. Хотя кого это удивляет, лол. Похоже, что им весело. Не понимаю, то ли они это всерьез не воспринимают, то ли пытаются сделать хорошую... то ли он... нет, они. То ли пытаются сделать хорошую мину. Народ уже наклепал обработанную версию этой картинки. Сейчас народ практически мгновенно клепает в монтаже. Нельзя доверять всему, что находишь в сети. Прекрасные новости. Конец карьеры Кинека Танихары. Для кого же это сообщение? Ну, кого корчат из себя эти люди, оставляя такие предупреждения. Так, закончилась эпоха Кинека, стримера-паранормальщика, да здравствует Кинека-клоун. Наверное, хорошо, что есть люди, которые говорят такое напрямую. Поддерживаю, хотя это не то, что прям приятный комментарий. Когда видео Кинека завирусилось, новости исследований тьмы сделали свой разбор этого инцидента. Опять они, новости исследований тьмы. Это уже зацепка, которую стоит раскрутить. Тогда поищу информацию. Давай. Если уж штампуешь фейки, то хоть делай это на уровне. Сразу же понятно зашквар. Как человек, которого втянули в это все, я хочу пожаловаться, но то как меня втянули? Ну, держать себя не стоит. Они заслужили, конечно, но так его высмеивать. Многие здесь всерьез разъярились. Подумайте о том, каково людям, имеющим отношение к инциденту. Пожалуй, большое количество мнений просто тонет в общей массе сети. Люди, имеющие отношение к инциденту, о ком идет речь? Может быть, это тоже удастся выяснить, если копнем еще. Я сразу подумала, что это про них вообще. Ну ладно. Очки среагировали на сочетание людей, имеющие отношение к инциденту. Попробуй поискать. Копни поглубже. Новости исследований тьмы. Новости, да. На связи новости исследований тьмы. Читайте о загадочном стриме Кинека, на котором вскрылся факт обмана, а также посмотрите на завирусившиеся изображения, свидетельствующие об обмане. Спасибо. Вот эта часть вызвала особенно бурные эмоции. В каком-то смысле это сходка фанов. Кинека Танихару жестко критикуют за обман на стримах, однако никто не может сказать, что паранормальное видео на 100% фальшивка. Подробнее на нашем сайте. Что? Тут прям кликбейтный заголовок. Может, он накосячил в ритуале призыва, чем разозлил девушку в реале, лол. Он даже заснял нас в зеркале без спроса. Тоже может быть, такое происходит в том случае, если ты забиваешь на правила, не отправляешь призванного духа восвояси. Короче, на сайте пишут, что нельзя клеймить постановой все то, что происходило до стрима, на котором вскрылся обман, что-то типа того. Пока непонятно, что было сфабриковано, а что произошло на самом деле. Критическое мышление очень полезная штука. Да не, раз уж скрылся один обман, то все остальное автоматом тоже обман. Однажды солгавшая, трудно потом избавиться от такой славы. Дело, говоришь. Но справедливости ради первый стрим, да и второй тоже мало похоже на постанову. Не просто доказать, что это все не постанова. Доказать, что это всегда сложно. Никто не знает, на что там намекают новости исследований тьмы на разоблачающем снимке. А? Мы проворонили, конечно, но там точно что-то есть. Чего? Не-не-не-не, погоди, серьезно? Серьезно? Не верю. Разве есть ритуал призыва женщин? Есть же какой-то для призыва детей? Сколько же их? Как я и говорила, дофига. Есть ведь малыш Блю, если не вернуть ребенка, то на тебя нападет женщина из зеркала. Кинека напортачился рядом? Из-за зеркала? Так похоже на кровавую Мэри. Может, они в родстве? Не, точно не родственники. А что за малыш Блю? Дайте почитать. Дайте мне почитать этого малыша Блю. Где ты? Давайте, смотрите. Фоточка. Фоточка такая. Окей. Так.
А ты знаешь, что можно взять на руки призрачного малыша? Это я про городскую легенду, которая пришла из-за рубежа. Она называется «Малыш Блю». Его призывают ночью в ванной или туалете. Обязательно закрой дверь. Встань перед зеркалом, так словно ты держишь на руках ребенка, а затем нужно 13 раз произнести сочетание «Малыш Блю». Тогда ты почувствуешь, что правда держишь на руках ребенка. Будь начеку, постепенно он будет становиться все тяжелее. Пока он не стал слишком тяжелым, смой его в унитаз или слив в ванной. Если этого не сделать, в зеркале появится женщина с криком «Верни моего малыша, бросится на тебя». Поэтому следуй инструкции, проводи призыв на свой страх и риск. 13 я гребу раз это сказать, ты прикинь, я уже язык сломала, пока сказала по 13 раз. Господи. Изгнанник, нет буллингу. Насчет вынужденного двойного самоубийства, произошедшего в ЖК Умыки. Интересно, что подумали семьи жертвы и убийцы, увидев стримы Кинока. Хоть так и вышло, не по нашей воле, мы все равно попали на камеру. Тебе не кажется, что весь шум гам только из-за того, что Кинока провел ритуал? У меня такое впечатление, что все эти орущие недотёбы заставили призрака появиться. На связи новости исследований тьмы говорят, что женщина, покончившая с собой во время вынужденного двойного самоубийства в ЖК Умыки, вернулась в виде призрака. Кажется, это изображение я уже где-то видела. У меня никаких ассоциаций. Может, кажется тебе? Нет, точно видела, но где? Никто не знает, есть ли какая-то инфа о близких погибших. Люди, имеющие отношение к инциденту, речь о семье или друзьях? Что-то в этом духе. Сложно назвать их сообщниками, когда это вынужденное двойное самоубийство. Что стало известно о ЖК Умыки и вынужденном двойном самоубийстве после присутственного стрима популярного контент-мейкера Кинока Танихары? Подробнее на нашем сайте. Как и думала, ведет прямиком на сайт. Все-таки они получают прибыль с рекламы и партнерских ссылок. Психически больная женщина зарезала своего босса, с которым у нее была интрижка. Разве не так? Босса? В смысле, с работы? Муж Мивака Яцуя, этот козел, что ей изменила, сперва был ее начальником? Фиг знает. А он не приплетает к этому делу другой инцидент. Она таки заколола кухонным ножом своего отброса хахаля, с которым жила в гражданском браке, а потом перерезала себе горло. Да, женская обида страшная штука. Ох. Женская ненависть, может, это действительно то, что охранник узнал от той соседки? Удивительно, насколько быстро распространилась инфа, да еще и такая точная. Нет, выяснилось, что тот хахаль отброс ей изменял, поэтому она его кухонным ножом и убила. Наверняка она от такого ухажера сильно настрадалась. А как, погоди, тут теперь все вперемешку. Насчет отброса изменника. Насчет измены, смотритель парка ведь говорил о чем-то таком. Какая глубокая обида. Я бы не удивилась, если бы она вернулась призраком. Если забыть на минуту об обмане Кинока, разве она не могла и правда вернуться? Парень, который выкрикивает имя той, с кем изменяет в парке, я бы такого не вынесла. Обида тут глубокая. Я бы ему такого пенделя прописала. Разве она не зарезала его гигантскими ножницами? Он чуть ли не метр длиной. Есть проверенная инфа? 1 метр, Жасмин, новая информация. И тормози коней, такие посты надо перепроверять. Женщина-призрак ведь Мивака Яцуя, а ее отце выходила статья, значит, его дочь была психически больна, убила своего недомужа, а потом покончила с собой. Отец Мивака? У них даже статьи такие выходили. Ее отец. Зами, ты считаешь, что в этом деле есть еще где покупать? Ее отец, что ли, смотритель парка? Ну, думаю, да. Что ж, пришло время использовать мой особый метод для получения информации. Особый? Это громко сказано, конечно, но если он не покойник, то с ним все еще можно поговорить. Давай, завершаем. Погоди-ка, что здесь происходит? Неужели и на вчерашнем стриме был призрак? Значит, то есть не все из этого проделки Кинока. Получается, что так. Я уже сама во всем запуталась, правда. Я пока читаю, у меня уже мозг плавится. И если вспомнить, сам господин директор говорил, это дело еще далеко не окончено. И на этом умолк, а мог бы хоть какой-то план подкинуть. Да, никакой информации от него не было. Все это общение с ним какое-то больно одностороннее. Да, и еще по поводу отца Мивака Яцуи. Отца этой призрачной дамы, да, он может нас на что-то натолкнуть. Я тогда покопаю в его сторону. Ты знаешь, где искать? Ну, более-менее. Хорошо, тогда информация по отцу призрака на тебе. Отец призрака. Опять мы тут. Сколько раз мы еще туда-сюда. Последний? Звонок от господина директора. Приветствую. Господин директор, я думала, что опять увидела
привидение в доме у Кинока, но это был сам Кинока. Такая кутерьма там была. Натерпелась я уже от этих призраков. Ну, призрак все-таки появлялся вчера в квартире, верно? Да, появлялся. То есть это было подстроено, но не все. Адзами, дело о кровавой мэре все еще не закончено. На кону все еще стоят человеческие жизни. Серьезно? Начиная с этого момента, ключом к делу станет то, насколько мы сможем приблизиться к истинной сути этого призрака. Нужно отделить фабрикации и разобраться с истинной природой этого призрака. Может, это имеет отношение к новым слухам об отце призрака? Включая его тоже. Получится ли разрешить это дело без дополнительных потерь, зависит от вас, Адзами. Но это вряд ли. Вряд ли от меня. Да, давайте на этом закончим. Да что ж такое? Не чихну. Короче, пишите, как вам игра. Я не знаю, мне кажется, что уже все-таки немножко затянуто. Ну прям, не знаю, туда-сюда я уже... Мне уже надоело туда-сюда ездить, ну да ладно. Спасибо вам, Twitch, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Twitch, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.